В Чикаго, среди сверкающих витрин и ярких неоновых огней, находился один из самых престижных бутиков города. Его двери открывались только для тех, кто мог себе позволить роскошь, шелковые ткани, дизайнерские платья и украшения, стоившие целое состояние. Именно сюда в один прохладный осенний день зашла пожилая женщина по имени Мэри Джонсон. Она была одета скромно, в старое пальто и аккуратный, но потертый платок. Для прохожих она выглядела обычной женщиной, ничем не примечательной среди блеска дорогих автомобилей и стильных нарядов. Мэри пришла с важной целью. Через несколько дней ее дочь, Эмили, должна была получить престижную награду как одна из самых влиятельных женщин в сфере технологий. Это событие должно было стать триумфом не только для Эмили, но и для самой Мэри, ведь именно она, простая и сильная женщина, воспитала дочь, сумевшую пробиться в мир, где обычно побеждают лишь самые смелые и целеустремленные. Мэри хотела выглядеть достойно на церемонии, чтобы поддержать дочь в этот знаменательный день. Но в бутике ее встретили холодные взгляды. Продавщицы, молодые, уверенные в своей красоте и привилегированности Аманда и Кэтрин, окинули ее оценивающими глазами и почти сразу сделали вывод. Эта женщина пришла сюда случайно и вряд ли способна купить что-то большее, чем уцененный товар. С легкой снисходительностью они предложили ей платье из дальнего угла зала, старую модель, потерявшую актуальность, и намекнули, что именно это ей подойдет. Их взгляды говорили больше, чем слова «ты здесь лишняя». Другие покупательницы, заметив происходящее, тоже позволяли себе усмешки и презрительные взгляды. В этом мире, где статус определялся брендами и стоимостью аксессуаров, Мэри казалась чужой. Но она не позволила себе растеряться. За долгие годы тяжелого труда, на фабрике, в магазине, в заботах о семье, она научилась сохранять достоинство даже тогда, когда жизнь ставила ее в неловкое положение. Ее руки, отмеченные морщинами и следами работы, знали, что значит настоящая цена вещей, и эта цена никак не измерялась деньгами. Спустя несколько минут дверь бутика распахнулась, и внутрь вошла Эмили Джонсон. Молодая женщина в строгом костюме, уверенная, энергичная, с осанкой человека, привыкшего к уважению. Ее лицо знали многие. О ней писали журналы, ее приглашали на конференции, ее имя произносили в деловых кругах с уважением. С первого взгляда она заметила, что происходит, и как на ее мать смотрят те, кто привык судить по внешнему виду. В зале воцарилась напряженная тишина. Взгляды покупателей и продавцов обратились к Эмили, которая теперь стояла рядом с Мэри. Атмосфера изменилась мгновенно. Равнодушие и пренебрежение сменились смущением и неловкостью. Люди поняли, что допустили ошибку, и что та самая скромная женщина, над которой только что насмехались, оказалась матерью человека, чье имя известно во всем городе. Мэри не нуждалась в доказательствах и признании. Она знала, что ее ценность не определяется одеждой или взглядом посторонних. Но для Эмили этот момент был принципиальным. Весь мир должен был видеть, что ее сила и успех выросли из простой и честной жизни ее матери, из ее стойкости и умения никогда не опускать руки. Бутик, привыкший к блеску и тщеславию, вдруг превратился в место, где каждому пришлось задуматься о том, что истинное достоинство нельзя оценить ценником на платье. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.